Поход по тропе Ивлия-Чалеби стал очередным этапом проекта «Мир без виз», в рамках которого Валерий Шанин путешествует только по безвизовым для россиян странам. В этой поездке его попутчиками стали Олег, Миша, Таня Рыбкины из Новосибирска, Олег Шестаков из Егорьевска, Галя Филева из Воронежа, Денис Рожков из Москвы и я, Людмила Парова. До этого момента опыта самостоятельных путешествий у меня не было. Я отдыхала так же, как и большинство из нас, по путевке, на все включено, и считала, что это и есть настоящий отдых. Все изменилось после того, как я повстречала Валерия Шанина. Вышел я на него, бороздя просторы интернета по теме «Кругосветные путешествия». Решила написать, и, как оказалось, именно сейчас Валерий планирует свой очередной поход по Турции. Я решила присоединиться. Наше путешествие началось в Анталии. Мы вышли из аэропорта на дорогу и стали ловить попутную машину. Это мой первый автостоп. Пока машина почему-то не останавливается, но уже пару мы побегали. Автостоп работает, только надо слушать совет опытного автостопщика, правильно ставить рюкзаки. И, конечно, оптимизм должен просто сиять, чтобы люди это чувствовали. 12:00. Тютелька в тютельку. Идем встречать наших попутчиков. Ух, тяжестно, господи, как с этим ходить? На точку старта в маленький городок Симап мы поехали на автобусе. Точнее, на автобусах с пересадками. Старт рано утром. Меня удивило, что Валерий Шанин очень приблизительно знал о маршруте. То есть он знал, что маршрут начинается где-то в районе Симапа, но где именно, было неизвестно. Решили спросить у местных жителей. Безуспешно. Никто о тропе ничего не знает. Человек говорит по-английски, но не понимает. То есть он бы перевел бы, если бы кто знал про тропу. Придется ориентироваться по примитивной карте, скачанной в интернете. Вот у нас есть карта тропы Ивлия-Чалеби на компьютере, но очень-очень-очень приблизительные. Известно, что тропа начинается в Симаве, проходит мимо Гедиза, Ушака, Афьюна, Кютахи, Изника и завершается на берегу Мраморного моря в городке Елова. Ну все, пошли. Пойдем. Устал уже, что ли? Стоять устал? Стоять устал? Походи с рюкзаком для разнообразия. Со своим. Я машинки, Мишка, сейчас буду по одной выкидывать. Нет! Я их не должна нести. Нет! Идем по азимуту. Так Валерий называет хождение напрямик по лесам, полям, по перепаханным лугам. Азимут он выбирает, ориентируясь на свой внутренний голос. О, нифига себе. Можно было как-то облегчить путь. Вот смотри, 3 шага влево, там травка просто. Вот и первая деревня. Первым делом идем к мечети. Ее минареты служат прекрасным ориентиром. Как правило, возле мечети всегда есть источник питьевой воды и чайная. Предназначена только для мужчин. Женщины в полях работают, а мужчины могут очень сидеть в чаевне и попивать чай. Здесь даже нет женского туалета. Женщина есть, туалета нет. Продолжаем поиски тропы Чалеби. Расспрашиваем местных жителей. Про тропу они ничего не слышали, но уверяют, что по ходу нашего движения впереди большой лес и медведи. Советуют не идти туда, а выбраться на шоссе и добраться на автобусе. Почему мне пугалась? Ну, он же рассказывает. Да, вот. Ой, говорит, вообще жуть. Да. Вообще, говорит, жуть. Он, говорит, лучше там, говорит, да. Да, говорит, лучше там будет надежнее. Да, точно, к Китайхе, да. Ну, там-то проще. Но мы ничего, мы через медведей пройдем. Нет, я не пойду через медведя, пожалуйста. Ну что, в результате, идем в леса медведей гонять? Это же утверждение, а не вопрос. Пошли. И как эта видимость демократии создается? Да. Это дерево похоже на монстра. С руками и с головой. Вот приглядитесь, там ствол, голова и четко руки раскинуты. Вот это? Да, вообще. А вот это дерево знаете, на что похоже? На кряжестую желчь.
Нет, она на ногу слона похожа. На ногу слона. Точно, вот это ножище. Ой, как хорошо-то! Поднимаемся все выше и выше. То вверх, то вниз. Хорошо идем? Нормально. В очередном ущелье расположились на ночлег. Аккуратно. По-моему, хватит. Кто умеет складывать кружочек камня? Ай, показывай, как это надо делать. Нормально или еще надо? Достаточно. Это будет моя первая ночь в палатке. Боюсь замерзнуть. Как первая ночь? Супер. Супер. Мы так и подумали, что тебе понравится. Да. К хорошему быстро привыкаешь. Я совсем неопытная путешественница. Набрала с собой кучу ненужных вещей. А ведь их придется таскать на себе. Утром перебрала рюкзак. Отложила вещи, которые мне точно не понадобятся в ближайшие 3 недели. Решила от них избавиться. Можно мне это? Да. Сейчас сожгем. Круто. Сейчас сожгем. А джинсы. Да, ну джинсы это самое говно-говном похоже. Да, я согласен. Все. Первый Хоть за что-то вы меня не критикуете. Продолжаем поиски тропы Илья Челебин. Идем напрямик. За эту вень не берись, она отломается. Это нормально. Знакомимся с местной флорой и фауной. Клещ? Да. Это не клещ. Это не клещ. Так это самый настоящий. Это таракан. А, не трогай, это настоящий клещ, я знаю, как они выглядят. Да, это клещ. Блин, зараза. Значит, тут полно клещей. Выходим на какую-то дорогу. Попался попутный грузовик до ближайшей деревни. Не смогли удержаться. Шли по дороге, показался грузовик. Реакции старые автостопные сработали. Надо застопить и доехать до деревни. Мы вдвоем с тобой, у нас романтик. Давай, принимай. Опа. Да. Здесь есть и чайная, и бакалейный магазин. На обед у нас хлеб с сыром и чай. Самый-самый. Кире. Мишка мстит мне за шапку. Вот что я сделала с его шапкой. Он делает карикатуры теперь на меня. И показывает, какая я на самом деле, да, Миш? Да. В Челеби не помещается, будет, значит, кепка с надписью «Чел». Нужна кепка, лак, и вот получился новый бренд. Бренд Челеби. Сейчас подошел местный турок. Он говорит, это что, фотоаппарат? Я говорю, да, фотоаппарат. А это что? Я говорю, фотоаппарат. А это что? Заряжается. Я говорю, тоже фотоаппарат. А это фотоаппарат, это фотоаппарат, это фотоаппарат. Он говорит, это все фотоаппарат. Удивленный такой. И всем пошел рассказывать, что это все фотоаппарат. Фотоманьяки туда. В Турции чай пьют из очень маленьких стаканчиков, но зато много-много раз. Мы выпили очень огромное количество чая. Хозяин чайной ни копейки с нас денег не взял, принял как гостей. И позже мы денег за чай вообще не платили, даже если пили его не в гостях, а в официальных чайных.
Идем не по тропе, а по пустынным местным дорогам. Сворачиваем налево или направо, ориентируясь исключительно на внутренний голос Валерия. Именно так мы и попали в глубокий каньон. А потом пришлось подниматься по крутому склону. Я вообще-то на альпинизм не подписывалась. Думала, будем ходить по тропе, по ровным местам. Я когда шла, какие только слова в ваш адрес, Валерий, не адресовывала. Чего вы так уперлись-то, а? По горам лазить. У меня практики вообще нет. Мы самой правильной дорогой вышли. Вот смотри, вы ушли, и как поймешь, вы так пошли или эдак? Там уже не подписано, что по этой дороге шел Валерий На самом Шагин. деле очень классно. Я пошел по другой дороге. Спасибо, Валерке. Я поднялся, получил удовольствие. То есть я давно еще не получал такое удовольствие восхождения на гору. Ну, сбегаешь он. Ну, понимаешь, это понимаешь, просто бежать. Ты организм никогда не заставишь. А вот когда уже, ну, а куда деваться, надо идти, и все, ну тут уже ничего, ты уже потеешь, Ну, лезешь. я с тобой не согласна. Я бы без рюкзака, может быть, с большим удовольствием Да, полазила. у меня 2 рюкзака было, и они оба меня перевешивали в разные стороны. А еще Ну ладно, такое хоть чувство кто-то доволен возникает, остался. знаешь, когда остаешься один, то есть я сначала смотрел за тобой, чтобы Да. ты сзади не отставал. Ага. Ты потерялась. Я смотрю, ты где-то там наверху. Да. Я думаю, ну все, значит, ты нашлась. Хорошо. Жива пока. Да. И я полез, а у меня горка круче, у камня скалистый, и вода такая, ручей такой, и нога скользит. И я думаю, я не там пошел. Ой, блин, не там пошел. Ага. И вот, и смотрю, ну, так, о, А я уже начала сама с собой Думаю, разговаривать, Валерия матюкает. думаю, может собрать О, фотоаппарат. горнянка, наверное. Да, горняшка. Думаю, собрать фотоаппарат, а что, полечу вот так вот, как ласточками, со штативами, вот так вот. А почему вы только взрослых слушаете, когда они говорят? А когда я хочу сказать... А нет, мы всех слушаем. Ну расскажи, что ты хотел сказать? Твои какие впечатления от подъема? Ну Вот. давай, рассказывай, что тебе понравилось? Или тяжело было? Класс, Ты все? А класс. что больше всего понравилось? Как залазить на гору. А виды понравились? Нет. А ну посмотри назад. Неужели тебе не нравятся эти виды? Повернись вон сзади. Посмотри, какая разноцветная земля. Посмотри, как красиво, разные слои. Похоже на самолетик. Вот, видишь, на самолетик похоже. Или человечка, которого непонятно, инопланетянин. Ну, красиво же? Нет. Когда было место для ночлега? Не будем, сегодня не без ночлега. Еще по горам полазим и нормально. В течение дня Валерий может ходить где угодно, но спать предпочитает в каких-то особых местах. Выбирает эти места он, исходя из представления древнекитайского искусства фэн-шуй. Мы уже 3-й день идем по тропе Челеби, вернее, 3-й день пытаемся найти тропу Челеби. В качестве ориентира у нас снежные горы, на которые мы держим путь. Конечно, через сами снежные горы переходить не собираемся, но собираемся пройти чуть-чуть правее. И где-то там, по моей гипотезе, как раз и проходит тропа Челеби. Уже привычно идти не по карте и даже не по меткам, а по азимуту. Не держат вообще. О, у меня получилось. Нормально. А вот эти палки, которые мешают палаткам, они как раз пригодятся для костра. Кстати, дров немерено. А за водой кто-нибудь пошел, нет? Я уже принес. Дай мне свою спичку, чтоб там. Зачем спички брать? Надо учиться разжигать с одной спички. Сегодня был легкий минус. Смотри, прогревается. Только что поработал. Снег. Минус все-таки был. И не разделились. То ли температура -1 была, то ли +1. Но явно было очень холодно. До сих пор еще видно трава белая. Иней сейчас уже сошел, но капли росы остались. Очередная ночевка запомнилась тем, что нас окружало огромное количество птиц. Они не смолкали всю ночь.
а утром устроили настоящий концерт. Мы в очередной раз на распутье дорог. В одну сторону, значит, у нас ожидает деревня Баскумак, по другую Ягмурлар. Сейчас Олег с Валерием снова будут решать, куда нам идти. И фоткаться. И фоткаться. Ну и фоткать, конечно, разные места. Свежего лучка сейчас нарвем для салатика. Чужой огород. Жутко стыдно. Но надо как-то выживать. Колотаем тут пахнет, как наш обычный лук. Много лука-то надо. На все семейство? Да. И медно. Медно. Весной в Турции еще мало подножного корма. Зато цветов немерено. В конце апреля как раз сезон цветения яблонь. Прямо как старинный город. Ага, вот как видно какой-то поход. Пойдемте уже до чайвара. Сидим спокойно. Мы уже идем. Вон. А то, боюсь, погонит нас отсюда. А? Да? Чего ты боишься? Ну, видишь, бабулька наругалась на нас. Собаке тоже не понравилось, что к курям пристаем. Местные хохочут, что мы курей не видели. Начали их снимать. Клоуны, короче, они туристы. Ну, с супчиком хорошо хлеб будет. Нам вечно не хватает. Вечно? Вечно голодаю, да. Ты голодаешь? Я голодаю. Печенье обязательно. Вот вкусные, да. Да. Ну что, сколько еще? Смотри уже, сколько взяла. Еще брать? Да еще, да, ты же видишь, как бы съедается. В деревне Ягмурлар рядом с мечетью есть бакалейный магазин, а напротив чайная. И здесь с нас за чай ничего не взяли. Более того, те же самые ребята, которые бесплатно поили нас чаем, подарили свежеиспеченный деревенский хлеб. О, Ой, да? да. Ходим от деревни к деревне, едим. Сколько можно есть. Тяжко приходится, тяжко. Страдаем от переедания. Ну ничего, сейчас немножко пройдемся. Потом следующая деревня. Вот так вот и живем. Тяжело с Шанином путешествовать. Непредсказуемый товарищ. Обещает одно, приводит совсем в другие места. Ночью холодно. Это куда-нибудь. В Анталию. В Анталию. На все включено. Ну, не на все включено. Ну, хотя бы на завтрак. Замечательные места. Какой-то известняк белый. Да, очень по Мукале напоминает. По стилю. Там это выход из известняка этого. Тропу по-прежнему не нашли. Но, похоже, это уже никого не волнует. Однако все же нужно поторапливаться. У нас скоро появятся новые попутчики. Валерий предложил встретиться с ними 1 мая в городе Ушак. Пешком мы до туда дойти не успеем. Придется выходить на трассу и ехать автостопом. Впятером. Валерий говорит, в Турции это возможно. Сейчас, прежде чем начинать ехать автостопом, надо определиться, где находимся, куда едем, да. Так, иди здесь. А Ушак здесь. Ушак здесь. Значит, мы просимся на Ушак, и нам по-хорошему вот на этом повороте выйти, То да? есть мы на Гедис не поедем. То есть мы даже не на том шоссе находимся. На Гедис нам нельзя, потому что это совсем в другую сторону. Мы тогда в Чевдар-Хисар попадем, если на Гедис поедем. Сейчас, поймаем. Просто у нас самая хорошая, она еще едет. Они просто пипикают. Не Поедут, да. Ну вот видишь, сейчас может это самое становится. Сейчас пробуем, то ты, то папа, то я. Может на кого-нибудь реагируют.
Нам, короче, большой нужен. Ну, то он только грузовик пойдет или Нам тарантайка пойдет, или муравей этот с кузова. Нам нужен... Ну, может, вот это проедет? Нет! Предлагаю сейчас попробовать остановить еще раз грузовик. Если нет, то надо делиться и ловить легковые, потому что легковых намного больше проезжает. Мы тогда посадим сначала Таню, Мишку и Олега и отправим их докуда. Нет, я поеду с Людой. С Людой так с Людой. Ну ладно. Ну с Людой хочешь, да ты маленький? А потом поедем мы. Крутые автостопщики. Ну, естественно, ты сказала, что он не хочет с некрутыми ехать, он хочет с крутыми Ну остаться. правильно. Я тоже хочу попробовать. Ну давай, вставай. Вдвоем. Втроем! Втроем, так втроем. Бабушка пришла. О, боже мой. Что, машинку нет? Ну что, она как хлебовозка едет, будем останавливать. Как на дорогу поднимать? Палец? Да. Палец, да. Один глаз. Вот, 3. Да, один ядрит Мадрид. По Я рукам дам. тоже хочу. По рукам дам. Один. Подумай, что прикалывается. Зато ручкой помахали. Тоже молодцы. Я еще раз хочу. Только вы мне не мешайте, вы балуетесь, я не думаю, что мы прикалываемся и убежим, спрячемся за мостом. Что мы такие. Девочка, блин. О, едет, давай. А может, за девочки затормозит? Пожалуйста. Давай. Да, двое, Гедис. Руслан. Давай. Поймали попутку. Водитель ездит в ушах. Нам очень повезло. Все влезли, все вместе едем. Слава богу. Я уже думала, придется ночевать где-то здесь. Шли на Гедис 4 дня, а в результате увидели только указатель. Парад 1 мая. Турция тоже, оказывается, отмечает. У нас новые попутчики. Олег Шестаков из Егорьевска и Галя Филева из Воронежа. Они вдвоем собрались ехать в Китай. Но случайно, узнав о новом походе Валерия Шанина, решили сделать крюк и заехать в Турцию. Хотя им это совсем не по пути. Из Ушака едем в Афьон на встречу с еще одним участником похода. Меня зовут Денис Хашков. Вот приехал главный маршрут помогать его искать. Вот. Добрался легко достаточно. С Стамбула автобус до Афьона прямой. Сюда на маршрут. То есть удивительно легко. На мой взгляд, встретились. Я уже представлял, как мы где-нибудь там на тропе будем пересекаться. А тут у нас в центре города все хорошо. Женская часть экспедиции поселилась в отеле. Мужчины пошли спать в крепость на вершине торчащей посреди города скалы. Такар-Хисар, черная крепость, потому что где-то здесь увидели выход черного базальта и назвали это место Черная крепость. Место замечательное, прямо в центре города, вид панорамный, видно вообще все, весь город как на ладони. Ночью был сильный ветер, но ничего, палатки не сдуло. Так что переночевали замечательно. И сегодня будем искать опять, в который раз будем искать тропу Челеби. Есть надежда, что с помощью Дениса, который лучше нас ориентируется в географии, мы все-таки ее найдем. Нас уже 8 человек. Все вместе автостопом уехать не сможем, даже в Турции. Пришлось делиться. Полдня будем собираться, да, столько народу. Нам что тропу искать? Я вместо мамы. Да, ну может сюда здесь? Мы едем до Ныкая.
Теперь задача определить место, где точно выйти. Надеюсь, наш там будет уже болтаться к этому моменту. Встречаемся на окраине деревни Аныткая. Прежде чем выходить на тропу, заходим в чайную. Мы правильно попали? Денис Рожков приехал с точной, как он утверждает, картой тропы Ивлия Челеби. Он уверяет, что тропа проходит где-то на окраине этой деревни. Посмотрим, насколько он прав. Тропу нашли? Вот идем по ней. По крайней мере, след взяли. В основном все зеленое. Должно быть красное и белое. Так. А все зеленое. Но на зеленом лучше разглядеть красное и белое. Дальше. Идем к Ивлия Челеби, Kütahya. Да. Ивлия Челеби. Идем пешком. Сколько мы уже идем по времени? Долго идем. Неделю уже идем. Вот отсюда прошли. Где мы сейчас находимся? Рядом с Алтенташем. Здесь вот. Это вот мы все пешком. Пешком. Да. Ну, иногда. О, привет! Руся? Двое? Все в сборе. Куда едем-то теперь? В Акарчи. Куда довезут? По прямой, дорога одна. До городка Алтенташ доехали на автобусе. И снова уходим в поля. Мы попали в какой-то сельскохозяйственный район. Напрямик, как мы это уже привыкли делать, ходить трудно. Все поля пересечены каналами. Возле одного из каналов мы и провели ночь под дружное пение лягушек. По пути попалась замечательная река, но искупаться не удалось. Сердцем чуяло, что не надо здесь останавливаться и купаться. Вот нашли дохлую корову в речке. Вон течение, вот вода. Все, поехали. Растопили трактор с канистрами бензина. Очень добрый дедушка работал в Подмосковье. Увидел нас своих, соскучился, говорит, работал, не могу, люблю русских, садитесь, все поедем, доедем до Kütahya. Может, до Стамбула. Трактор – самый распространенный вид транспорта на сельских дорогах в Турции. Тракторные тележки вместительные. В них могут поместиться сразу 8 путешественников с огромными рюкзаками. Тракторист высадил нас на центральной площади, напротив здания сельсовета. Мухтар, так здесь называют деревенского старосту, пригласил нас к себе в офис. Судя по точнейшей карте, которую привез с собой Денис Рожков, на окраине деревни начинаются огромные леса. В действительности же перед нами бескрайние поля. Пошли напрямик по направлению к горной гряде. Дорогу неожиданно перегородил канал. Там вода есть? Да. Не зря, супер вода. Переплывать. Галь, ну как-то? Вот по такой грязюке ходим. А там нормальная дорога? Да. Кстати, хорошее место. Может, правда здесь искупаемся?
Есть мыло. Главное возраст. На всякую гадость заносит. Заодно искупались. А потом пришлось отмываться в чистой воде в колонке. Вот такая обычная, прохладная. Как помыть голову в полевых условиях? Находим ведро с водой, оно уже нагрелось, вполне такой приятной температуры. Оптимистично надеемся, что туда никто не плюнул. Достаем свою походную кружку и приступаем к мытью. Ну так, освежает. Не скажу, что прям очень теплое, но и не холодное. Хороший детский шампунь. Попал в глаза и не щипит. Что, Миша, хорошая вода? Теплая? Скажи мне, пожалуйста, чем тебе то место не нравилось, где я предлагал остаться? Там не было дров, а здесь нету ни дров, ни воды, ни солнца, и спать вообще неудобно. А? Разве ж так можно издеваться? Ах. Да. У меня все ноги выбились. Выбились ноги? Куда ты? А решил туда сходить, но назад. Да, тяжело. С рюкзаком-то нагрузились. Два раза подряд. И не говори. Ой. Не повезло. Да. На высоте сейчас находимся 1391 метр. Круто. Вот по GPS. Да. Жуткий ветер. Ага. Спускайся вниз, потому что здесь палатку совершенно бесполезно ставить. Олег дрова начал собирать, я говорю, ты что, с ума сошел? Говорю, тут вообще невозможно, сразу лечь, сразу одеваться. Все, спускаемся. Место потрясающее, красивое, леса, гор, тепло, хорошо. Поспать дали. Классно. Ну где все? Алло! Алло! Можжевельник, можжевельник. У нас уже нет ни продуктов, ни воды. Идем в сторону ближайшей деревни. Валерий, как всегда, выбрал самый трудный и кружной путь. В деревне Догалар нам повезло. Вначале попалась автолавка. Скупились овощами и фруктами. А сколько вот это стоит? Так, а огурцы? Кукумбер, да. Да. То же самое. 3,5. В цене. Возьмем килограмм или два на всех. Вместе всего этого. Скеледрим. Тысячекилометров, да. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Да, спасибо. Вот простые деревенские жители, когда видят туристов, сразу принимают их за голодных людей. Норовят чем-нибудь угостить, потому что есть яйца, угощать яйцами. Поэтому мы дальше пойдем с яйцами. Будем думать, что с ними делать. Я хотела выпить деревенское яичко. Вот Можно сейчас мне ты одно? его и выпьешь. Класс. Разбили яйцо. Вот такое. По виду гусиное.
Süleyman Bayrak. İbo. Süleyman Bayrak. Süleyman Bayrak. Арба ёкает, арба. Пешком. Лезем на гору, чтобы спуститься к шоссе и поехать автостопом. Едем в Кютахию, на родину Ивлия Чилеби. Первое, что мы увидели у въезда в Кютахию, это памятник тому самому Ивлие Чилеби, вдоль тропы которого мы идем уже 2 недели. Шли мы по полям, по лесам, по горам, по деревням, страдали от переедания, на дорогу Чилеби все никак, на тропу Чилеби все никак не могли выйти. Я уже начала сомневаться в его реальном существовании. Ловим фуру, чтобы доехать в Кютахию. Хотели доехать до фонтана. Нас почему-то высадили где-то вот совсем не в том месте, где мы хотели. Шли грустные, несчастные, и вот баба, мужик. Да что ты, мужик, читаем? Ивлия Чилеби, представляете? В Кютахии есть музей Ивлия Чилеби. Он находится на том самом месте, где в 1611 году и родился знаменитый путешественник. Таня, Олег и Миша ждут СМС, где вас найти. СМС, улица название. Короче говоря, разбились мы на группы, пока добирались до Кютахии. И вот наши попутчики, семья, добрались первыми, нашли этот музей и оставили нам записку. Ждут СМС от нас, где вас найти. Где ж теперь их искать? Ну, СМС-ку надо отправить. А музей закрыт. Почему? Не знаю, говорит, йог. Йог, давно йог музей. С помощью смс-ок связываемся со своими друзьями. Встречаемся на пешеходной улочке возле фонтана. Рюкзаки оставляем в кафе и идем гулять по городу налегке. Первым делом заходим в мечеть. Во времена Ивлия Чилеби, в середине 17 века, она уже была. Великий путешественник просто не мог в ней не побывать. Наверняка он поднимался и на гору крепости. В его время это было внушительное оборонительное сооружение. Сейчас же руины крепости – это всего лишь туристическая достопримечательность. Тут же есть и кафе, с балкона которого открывается прекрасный вид. Решили покутить? Богачи. Шикануть решили, в ресторане чай попить. Сколько нас много. Из Кютахии выбирались неорганизованно. Сначала до автовокзала. Там, конечно же, тоже есть памятник Ивлия Чилеби. Затем на другой маршрутке, в поселок Йон-Джалы. Палатки поставили на вершине холма над поселком. Ночью началась гроза. Палатки протекли, вещи промокли. Еще один повод сделать остановку. Поселились в термальном отеле. Горячая минеральная вода есть в ванных комнатах в номерах и в турецкой бане. День начался с бани, а потом в путь. Суши навели. Ivlия Çelebi. Evet, Evliya Çelebi. Ivlия Çelebi yol. Bu bizim şey yol değil mi bu? Ну, вот так. Selim yolu. Buraya geleceksiniz. Ага, понятно. Не, вот Burası yok. 9 мая. В России празднуют 70-ю годовщину победы над Германией. В Турции, которая во время Второй мировой войны воевала на стороне Германии, этот день не праздничный. Однако на праздник мы все же попали. Здесь празднуют День весны, начало нового сельскохозяйственного сезона. И вновь автостоп. На этот раз нас подвозят в автолавке. О, это тоже наши друзья. Да. Туда сядем в багажник, да? Да Хорошо. ладно, вау. Не, ну возьмем багажник, конечно, людей. Чё ж не будут они пешком ходить. Правда, им доверять нельзя, они там сидят все. Они голодные.
В багажник садитесь. Только ничего не есть. Не буду! Есть куча. А как, с открытой дверью поедем? Ну а что делать? Открытая дверь? Открытая, да. Потому что доверять нельзя, говорит. Если закрыть дверь, они там что-нибудь сидят. Кошмар. Да, а он так подглядывает через окошко, вот смотрит. Все, да. Вот, да, говорит, если закрыть, обязательно Если сидят. шкурки полетят, Да, всех шкурки выкидываем. полетят, да, то значит они не правы. Супер. Да, вот это приключение. Мы застопили грузовик, который оказался магазином. Вот мы едем в магазине. Меня сейчас чипсами пришибет. Да, мы миллионеры. Как шумно мы едем, а? Как свадьба. И дальше поехали бы автостопом. Но машин нет. Приходится идти пешком. Мы отчаливаем. Случайная попутка забрала 3 человек до ближайшей деревни. Остальным остается их догонять. В деревню Егриос пришли уже в сумерках. Олег, Галя и Миша, приехавшие сюда автостопом, успели уже все разведать. Деревня маленькая, расположена вдали от шоссе и туристических троп. Но именно здесь мы и встретили нашу соотечественницу. Спасибо большое. Холодная тут. Хорошо. А лимончик не хотите? А хлебушка у вас нет? Таня познакомилась со своим будущим мужем, работая в турфирме в Дубае. Там и поженились. В Турцию уже приехали, будучи мужем и женой. Построили дом, завели коров. Большую часть года проводят здесь, но периодически выезжают куда-нибудь на заработки. Был Казахстан, Кыргызстан. Россия не был. Я сейчас пойду. Уже у меня клиент. Санкт-Петербург. Да, Петербург, Москва, Пенза. Пенза. Да, Краснодар, Крым. Доброе утро. Доброе утро. Садитесь. Ой, нам все вместе. Да. А я думала, Маша, ты сама печешь, класс. Нет, я не пеку, я тут переворачиваю. В Турции можно смотреть российское телевидение, не отрываться от корней. 21 век. Едем туда, в деревню. Очередная попутка. Едем все вместе в тракторной тележке. В деревне Арифлет праздник. День весны. Пока только разогревается народ, ставятся зонтики, стулья. Дети запускают воздушных змей в воздух. Вот, то есть есть у нас свободное время, мы решили пройтись по деревне и сделать здесь свою фотосессию. Очень интересные дома, очень интересные доброжелательные люди на пути встречаются. В общем, здесь нам нравится. Сказали, что вроде подняться можно на минарет, чтобы за эту всю замечательную деревню сфотографировать сверху с минарета. Да, микрофон вижу. Темно. Вообще ничего не видно. Ну как, тут окошки есть. И как бы... Ой, пардон, вернее, были. Слушай, ну правда ощущение очень странное. Да? И вроде и лестница, но здесь вот явно как даже одному человеку тесновато. Да, жарко. Хотя вот перья я вижу. Что здесь делают перья, интересно. Валер, аккуратнее, надо под ноги очень светить. Да? Смотри. Здорово? Да. Ну, смотри аккуратнее, не раздави их. Давай. Я прям свети мне под ноги тоже. Видишь как? Здесь, наверное, никто и не ходит, кроме нас. Аккуратно, Валер. Дверь на балкончик закрытая. Но закрыта она неформальная, на гвоздик.
Чисто, чтобы ветер не открывал. Видите, можно. Вот. Ой-ой-ой. Выходим на балкончик. Вот тут еще 2 яичка. Целехеньких. Поднялись мы на минарет. Вид примерно вот такой. Что-то видно с минарета. Я боюсь выходить, потому что все-таки это может оскорбить чувство верующих. Это, кстати говоря, не предел. Там выше еще есть подъем. Вау, Валер, тут сова. Да ты что, живая? Да. Снимай. Как сова? Сова, там их 2. 2? 2 совы. Совиные? 2 совы, одна из них нагадила на GoPro. Да ладно. Хорошо, не в рот. Да ты чё? Блин. Я белая сова? Вся. Ну, это ничего не настоящее. Просто вся. Просто вся. Вообще белейшая. Кошмар. Ну что, надо искать речку, где помыться. Все жители деревни собираются на главную площадь перед школой. Перед школой дискотека, а внутри нее столовая. Праздничный обед. 1-е, 2-е и компот. Сюда, да? Курица, плов, сладости и по пакетику сока. То есть 1-й, 2-й компот. С деревни Арифлер идем в сторону шоссе, напрямик, через леса и поля. Мои любимые горы начались. Я кайфую, не видно? Ночь застигла нас на опушке дремучего леса. Если в Турции есть где-то медведи, то здесь им самое место. Утром вновь разделяемся на группы и едем в Бурсу. О, здорово. Минута радости. А мы скоро едем, кто нам? Мы долго стояли. Ну да. А куда мы едем? До Бурсы. До Бурсы едем, да? Идеально. Идеально. Бурса – место зарождения Османской империи. Здесь похоронен Осман, в честь которого назвали империю. А прямо напротив – гробница его сына Архана, завоевателя Константинополя. После того, как столицу перенесли в Стамбул, Бурса осталась духовным центром страны. Здесь находится знаменитая мечеть Улу-Джами. Она стала образцом для строительства мечетей по всей империи. Поход по тропе Ивлия Челеби завершен, а проект «Мир без виз» продолжается. Впереди новые путешествия по безвизовым для россиян странам.